Всем привет! Сегодня один зритель задал интересный вопрос. Как научиться на публике не бояться, играть и при этом не ошибаться? Ну, даже в простых банальных мелодиях, типа кузнечик. И вы знаете, я в этот момент вспомнил себя, потому что, наверное, первые лет 15 с гитарой я как раз таки эту проблему испытывал. Тебя просят сыграть, ты вроде час назад выделывался в комнате наедине с собой. Но когда вышел к публике, берешь ля минор, ошибаешься. Играешь кузнечика, ошибаешься. Каждое действие ошибаешься. И ведь это действительно проблема просто огромного числа, особенно начинающих гитаристов, да и, наверное, любых музыкантов. Отвечая на комментарии этого зрителя, я собрал все мысли в пучок и понял, что лишь один способ однажды привел к тому, что я перешагнул этот барьер и стал, чуть более раскрепощенно себя чувствовать во время игры на публике. И это был простейший способ. Однажды я просто вышел, это были гости, я вышел к ним играть, и пока что-то там толпа общалась, я решил, на скорую руку показать какой-то пример, и я понял, что я ему не придал никакого значения, а просто решил, так, на ходу. Я не помню ноты, смотрите, раз, и что-то сыграл. И я понял, что это получилось сразу. Я не ошибся, я это сыграл раскрепощенно, и никаких проблем не было. Так что же, получается, сыграло главную роль в этом деле? А то, что я отключил желание академически все это сделать, знаете, как инструкция идеально, а просто на расслабоне предоставил, скажем так, всю ситуацию делу случая, да, или, скажем так, пустил в свободное плавание все эмоции и просто сыграл. Для того, чтобы вы более детально поняли, о чем я говорю, я сейчас приведу пару примеров, и нарочно на камеру я вам сейчас скажу, я сейчас играю идеально и постараюсь это как раньше, перед публикой выступить идеально, то есть в моей голове идеально, а потом без включения эмоций просто скажу, давайте сейчас вам сыграю просто так. Я думаю, это получится. Это первая попытка моя. Я не знаю, может быть, это не выйдет, но если это не выйдет, значит ролик не выйдет. А если это получится, значит вы уже смотрите то, что получилось. Давайте пример. Я на днях подобрал интересную песню, немножко ее поиграл, и сейчас я вам постараюсь сыграть ее идеально. Я не специально это сделал, это получилось вот так вот. Ошибка. Потому что я начинаю в голове думать, так, здесь переключится последовательность другая. Смотрите более точно. В куплете играл первая струна, второй лад, пятый лад, четвертый лад. То есть так. А в голове держу мысль, что когда я перейду на припев, там будет вторая струна, но второй лад, третий лад и пятый лад. Вы поняли, да, закономерность? То есть там было 2, 4, 5, а здесь 2, 3, 5. То есть в шахматном порядке перемешались ноты. И башка забита этим, ошибка. А теперь я вам сыграю на расслабоне мелодию, которую недавно подобрал. Это так, на ходу сыгранная мелодия, я еще ее не отработал. Чтобы вы примерно узнали ее, я вам сейчас играю. Такая она. В общем, дальше не знаю. И смотрите, какой результат. Я на расслабоне сыграл. Возможно, она даже мелодичнее получилась. Я потом прослушаю вместе с вами на записи. Да, я сыграл быстрее, но я же торопился. Я вошел в толпу, такой говорю, народ, смотрите, я что подобрал так быстренько. Я отключил логику страха, еще чего-то. Второй пример. Я сегодня подобрал гранитный камушек, прям сегодня.
Я еще и не отработал, ну реально сейчас говорю, это реально не отработал. Я сейчас постараюсь вам ее сыграть максимально серьезно. Вот я уже, кстати, ошибся серьезно. Ну, вы сами слышите много ошибок. Ну, я серьезно говорю, я не специально их делаю. Я сейчас вам пытаюсь ее сыграть, сконцентрировавшись на том, что я вам должен ее сыграть идеально. Не получилось? Переобуваемся. Народ, подобрал мелодию недавно, буквально вот час назад. Блин, кто опознает, напишите в комментариях. Вот смотрите, так, еще не отработал, только начал. Ну, вы сами видели. Но она проще получилась. Она сыграна даже мелодичней. Она на расслабоне сыграна. И я не боялся ошибиться, потому что я же вам сказал, народ, я только подобрал, я еще не отработал. Вы чисто ее опознаете, ну, типа по ноткам, может по мотиву. И посмотрите, как это работает на самом деле. Ну, таких 1000 примеров. Попробуйте выучить стих и выйти его рассказать серьезно. До 90%, если вы не профессионал, там, дикий, вы забудете. Ну, я в детстве рассказывал стихи на публику. Там стоишь, поджался, все, что можно, тебя там в тебя залезло, ты такой стоишь и забыл на второй строчке. Просто на второй строчке ты ошибся. А смотрите, как мы анекдоты рассказываем. Ну, вообще же пофиг, да, ошибешься ты, не ошибешься. Ты просто это выдал, и все довольны. Промахнулся, ты не паришься. Второй анекдот вообще летит там на ура. Мы просто, видать, включаем, то есть не профессионалы, которые не отработали это тысячами там, часов, минут или раз, то мы себя загоняем вот здесь. То есть пока мы включаем дикий напряг в мышлении, вот, в задаче не опозориться, не облажаться, не промахнуться, все забывается. Любая мелодия. Тот же Битлз, который я играл, я его 25 уже лет играю. И если я задумаюсь на публике, я обязательно ошибусь на старте. Вот так вот. Так что же я этим роликом хотел сказать? Нет, это не панацея, как круто выступать. Но это единственное описание, которое я нашел в своей голове за свои последние вот эти 20-25 лет игры. То есть я все годы, каждый раз, на каждом выступлении первые 3-5 песен всегда ошибался. Неважно, это будут родственники, знакомые, друзья, даже одноклассники, если приходили. Ну, то есть там, где я вроде, казалось бы, не должен был стесняться, я ошибался. То есть здесь психологический какой-то вот принцип. Поэтому, если вы пытаетесь сыграть серьезно, вспомните этот ролик, вы обязательно ошибетесь. Поэтому главный совет. Если вы садитесь играть в толпе, на сцене, вы должны каким-то образом себя подготовить к тому самому расслабону. Если вы вышли на публику, пошутите. Уделите 3-5 минут, например, какой-то бесполезной болтовне, но которая заставляет вас расслабиться. То есть не серьезная обстановка, а просто там, блин, народ пока шел там, да не знаю, на сцену там, гитары 5 углов собрал, теперь настроить, подождите, настрою, покрутили, повертели или что-нибудь такое, типа там аккорды поставить. Для чего поставить аккорды? Чтобы вы, во-первых, координацию собрали, вы немножечко стресс сняли, вы немножко народ расслабили. То есть они сейчас не сидят такие, что же он сыграет сейчас. Они будут просто сидеть.
Ну, типа, ладно, пока он там ковыряется, там, кто-то там, не знаю, чай выпил, кофе. Вот единственный способ заставить себя расслабиться и публику, и себя, потому что напряжение публики, ну, на вас скажется так же. Потому что если вы сели в толпу, вас там объявили на домашнем празднике, как будто, не знаю, там приехал, у нас в глубинке принято говорить, с Москвы, приехал какой-то музыкант, и получается ты такой выходишь, а на тебя как весь свет прям в тебя. Страшно, ты начинаешь ошибаться. Поэтому мой совет, зайдите вот с такой вот юмором, анекдотом, может быть разговором, а может быть представьте ситуацию, что вы вот что-то сделали, вообразите ее, соварите, неважно. Ох, народ, вы надышали, ну типа, кто выпивал, да, много, там, ох, вы надышали, тут влажность высокая, гитара, да, расстроилась. Раз там сели, покрутили, кто-то там что-то напел или спросил про какую-то песню, вы там параллельно такие, да, эту песню помню, я подбирал даже вроде как, типа там, ну, кузнечик, все, 3, не знаю, минутки, 2, и вы на расслабоне. Пробуйте. Но обязательно напишите в комментарии, получился ли вот этот совет в практическом смысле у вас. То есть смогли ли вы его реализовать на практике. То же самое вы можете проверить, кстати, с диктофоном. Включите диктофон, ну, в частности, камеру, может, телефона, и попробуйте также сделать. То есть сначала запишите серьезно, типа, я сейчас буду играть. И на расслабоне. И опять ошибся. В общем, я думаю, донес до вас суть. Пробуйте, пытайтесь. Это очень интересно на самом деле. И когда-то у вас это получится. Всем пока.